Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, вчера, да еще и сегодня в некоторой части продолжается в Европе. В Европе был транспортный коллапс, и не только транспортный, и платежный коллапс. В связи с тем, что вышли из строя сразу же большое количество систем связи, систем передачи данных, систем хранения данных и так далее. Остановились поезда, остановились расчеты, короче говоря, светофоры и очень многое другое. Это касалось прежде всего Испании, Португалии, частично Андорры, частично Франции. То есть в очередной раз встает вопрос о том, являются ли наши данные, нет, не являются, безопасно сохраненными, сразу скажу, в условиях полнейшей вот этой вот преступной цифровизации. И это не шутки, друзья мои. Я тысячу раз... Нет, давайте сразу скажем так. Полностью цифровизацию, конечно, отвергать нельзя. Полностью нельзя отвергать технический прогресс. Это все глупость. С одной стороны. Но, с другой стороны, вот эти вот все данные, скажем так, мелочевку какую-то, конечно, хранить в электронном виде особых проблем нет. Но, сейчас я просто вернусь к своей начальной мысли, но, не дай бог, хранить данные о недвижимости, о промышленности, о предприятиях, то есть правоустанавливающие данные на бизнесы, на имущество людей и так далее, и так далее. Паспорта, конечно же, данные паспортов хранить только в цифровом виде – это самоубийство. Просто-напросто. Еще раз подчеркиваю, что в случае, когда хакернут данные сразу же, скажем так, цифровые, с паспортами, например, да, то всю страну можно стереть одним нажатием кнопки. Только не надо мне про резервные копии, они точно так же их можно стереть, поверьте мне. Точно так же. Вот, то есть одним нажатием стирается сразу вся страна. И потом иди восстанавливай где-то там в Пакистане у тебя резервная копия, еще где-то, еще в каком-то облаке, в другом облаке, в шмоблаке, иди попробуй восстановить. Кого-то восстановят, кого-то не восстановят. Смотрите, была, когда Вторая мировая война, когда вот сейчас рашисты зашли в Херсон, например, да, они в Херсоне, вот они в Херсоне забрали все, что могли, все данные, да, из всех РОВД. Знаете, сколько украли в Херсоне данных, бумажных именно? 300 тысяч. 300 тысяч документов украли различных. Вот. И это беда, это горе. Но 300 тысяч это абсолютно ничего по сравнению с тем, что хакеры, шмакеры, шпокеры всякие, или просто злонамеренные товарищи могут украсть. Это ничего. Это могут украсть 40 миллионов данных. Вот так. Или стереть их. Это наши делали русским, русские делали нам. Китайцы делали американцам ни разу, ни два. Частично удавалось восстанавливать, частично не удавалось. Но безопасность данных, короче говоря, не гарантирована. И чем дальше в лес, тем больше папуасов. Я вам скажу почему. Потому что тем больше данных будет храниться только на цифровых носителях, и тем больше будет опасность. А теперь самое главное. Это еще то, что я говорил, это цветочки, это безопасность. Еще раз говорю. Ну, вот представьте себе такую картину. Сгорел паспортный стол, не дай бог, горе, да, где вот писали, сидели тетки, писали вот эти вот документы. Да, долго писали, да, это самое, но сгорел паспортный стол. Сколько там еще из них данных? 5 тысяч, 7 тысяч, 10, 20 тысяч, да. Приходит хакер и шлепает базу данных. Сколько данных ушло? 1 миллион, 2 миллиона, 5 миллионов, 15. Все, что было, то и ушло. Понимаете? Это шлепнуть базу данных электронную, это как сжечь сразу 150 паспортных столов. 150 паспортных столов можно сразу сжечь? Конечно, нет. А в случае с компьютерной базой данных все возможно. Но это только одна сторона медали. Есть более неприятная сторона медали. Это ваша личная свобода. То есть, о чем идет речь? Речь идет уже о Китае. Вот Китай другой раз можно поставить в пример в плане того, что действительно добились выдающихся успехов, с одной стороны. Но с точки зрения тоталитарного общества это полный трепендец. Полный. Смотрите, там все на электронных ключах, там все на базах данных. Да, вообще там, я не знаю, есть ли у них какие-то бумажные носители, трудно сказать, наверное, нет. Представьте себе, у вас пластиковая карточка. Эта пластиковая карточка полностью привязана к вашему цифровому так называемому социальному рейтингу. Вот социальный рейтинг это вас убивать будет вообще вдребезги. Вот.
Ваш социальный рейтинг в Китае. Это уже, кстати, эти опыты уже идут. Я не говорю, что они повсеместно введены, но, поверьте мне, дурнодило и хитро, они ведут это все дело по всему Китаю. Что произойдет в результате? Представьте себе, что вот у вас социальный рейтинг сначала, условно говоря, единица. Но, поскольку все обвешано камерами со всех сторон, вы перешли дорогу в неправильном месте на неправильный сигнал светофора. Шлеп, его урезали. Потом вы где-то там еще что-то сделали не так, урезали. Но вот эти вот мелкие административные правонарушения, это ничего по сравнению с тем, когда вы выйдете, не дай бог, на демонстрацию против правительства, например. Вот тут ваш сразу социальный рейтинг шлеп до нуля. В результате что получается? Вы подходите, а там вот новые жилые комплексы в Китае, а там сейчас очень много строят, но кто знает, тот знает. Да и у нас то же самое. Они обнесены заборами. А забор, правильно, с электронным ключом. А гараж в твоем комплексе с электронным ключом. Твой рейтинг 0, ты подошел, только шлеп, тебе оттуда дуля выскочила. Иди гуляй. Ты в свою квартиру не попадешь. Ты в свой подъезд не попадешь. Цифровое общество, потому что называется цифровой концлагерь. Фактически это то же самое, как тюрьма в Эль-Сальвадоре, да, которая сегодня находится. Называется самая жуткая тюрьма в мире, вот эта, которую построил этот Дютерте, президент Сальвадора, да. Вот. И фактически Китай, он вот является собой только вот увеличенную и очень украсивленную, да, копию вот этого вот сальвадорского электронного чуда. То есть бездушная машина считывает твои баллы, да, считывает то, что ты делаешь каждый день. Вот. И шлепает тебе твой социальный рейтинг. Бездушно, абсолютно. Потом ты просто приходишь к такому моменту, что ты не можешь воспользоваться, например, своими банковскими счетами, либо войти к себе домой. Да, банковские счета — отдельная песня. Вот сейчас очень многие говорят, там, цифровой рубль и так далее, цифровая гривна, цифровой даже до доллара. Ну, до доллара не дошли, потому что там сразу в Америке это дело отмели, потому что американцы любят кэш в руках подержать. Кстати, как и японцы. Так вот, когда все деньги в результате будут цифровыми, то есть они все будут идти, вы не будете держать кэш, деньги наличные в руках, то вот этот вот цифровой мир придет к вам запросто. Ну, например, это будет точно как вот с этими вот входами в дома, которые обеспечены электронными ключами. Вам не понравился ваш местный руководитель какой-то там, не знаю, в Полтавской области или в Ганновере, да неважно в какой стране, или в Джакарте в Индонезии, без разницы. Вот, вам не понравился ваш местный руководитель, вы вышли на демонстрацию или же на какой-то пикет против свалки у вас под окнами. Вам только шлеп социальный рейтинг, шлеп, еще раз вышли, еще шлеп. В результате у вас заблокирована банковская карточка, вам заблокирован вход в собственный подъезд. Вашему ребенку заблокирован вход в школу, потому что школа обнесена забором. Там тоже электронная вот эта херь при входе. И вы просто оказались, на улице. Да, вот так работает социальный рейтинг, вот так работают электронные деньги. Это все для контроля быдла. Фактически, когда с вводом электронных денег, вот этих всех навязанных многочисленных банковских сервисов, и самое главное, когда у вас заберут наличные деньги, то есть вы перестанете быть самостоятельным, вы станете холопом, только не царя вот этого, как на России, там царь сидит. Кстати, России полностью касается еще хуже Украины и хуже Европы, там это вообще идет в первую очередь. В Европе это меньше. Но вот на России это, кстати, очень и очень касается. Да, там же цифровой рубль вводят и все эти эксперименты проводят. Поэтому самая поганая ситуация именно там будет, увидите, как в Китае будет. Это немножко еще впереди, да? Вот, то есть, если в случае с Россией, как бы вот на сегодняшний день, ты холоп царя, то тут ты холоп электронного некоего монстра, который следит за порядком. А порядок он понимает по-своему. Ходить ты должен только строем, да, с левой ноги и так далее. Увидел барина, отдай честь, скотина и так далее. Если вы думаете, что это шутки, это не шутки. Это так и будет. Не отдал честь. Твой социальный рейтинг только шлеп и понизили. А поскольку кэша нету, денег нету, да, наличных, все перевели в цифру. Все. Денег у тебя, соответственно, тоже нет. Жить тебе не за что, в дом тебя не пустят, твоего ребенка в школу не пустят, на работу тебя не пустят, потому что у тебя рейтинг упал до нуля. В Китае это уже отрабатывают, что вы думаете?
Вы скажете, ну так в Китае же не видно людей, шатающихся по улицам. Конечно, не видно. Потому что вот эту публику, у которой социальный рейтинг шлепнулся до нуля, их вывозят за 101 километр. Там где-то. Там будешь рассказывать. Там, где нету еще ничего, там тоже как корове крутить хвост пропеллером. Вот там будешь жить. Вот, собственно говоря, и все. Что такое цифровизация? Вы мне скажете, ну так верни нас еще к глиняным табличкам. Ну да, можно, конечно, вернуть к глиняным табличкам, потому что, ну, как бы против прогресса. Я не иду против прогресса. Но с другой стороны, если вы рассмотрите глиняные таблички, да, скажите мне, пожалуйста, а как бы вы узнали о существовании шумерской цивилизации, если бы не эти самые долбанные глиняные таблички? А скажите, да, они пролежали 6 тысяч лет, там 5 тысяч лет. И вы их нашли и прочитали о шумерской цивилизации. А если вы бросите флешку на асфальт под дождь, еще что-нибудь, она 15 минут пролежит,